Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. С открытием новой локации у нас появилось много чего интересного. И самые главные слухи, которые поползли, у нас самые крутые. Например, о том, что на вот этой вот красивой локации пригород можно будет фармить, естественно, того, чего не достает в игре очень давно. Итак, в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить с вами всеми просто о том, чего бы очень хотелось в игре. В комментариях можете написать тоже, о чем бы вы мечтали, чтобы, конечно же, вам было бы самое интересное в ближайшем будущем увидеть в игре, ну и как минимум самые крутые плюхи. Итак, первое, что хотелось бы, чтобы уже быстрее можно было собрать мост, попасть в пригород и, естественно, недостающий, самый редчайший в мире ресурс, такой как вольфрам, появился бы в игре. Штурмовые сеты стали доступными, минометы тоже, СВД уже начало разрывать зомби, ну и самое главное, тактические рюкзаки начали крафтиться просто стеками. Я не говорю о вертолете Ми-24, на котором можно было бы полететь в те же нефтяные вышки. Плюс к этому, естественно, добраться к бункеру Чарли, открыть, естественно, где же он, наш бункер Зулу и все остальное. В сегодняшнем видео, да, мечтаем вместе. Открываем новые возможности. Итак, чего бы не хватало в игре, я думаю только одного. Если вы также согласны со мной, то я думаю, что возможность получать монеты без доната, провианты и монеты. Да, есть какие-то лазейки в поселении, пройти несколько там заданий, получить копеечки монет. О, провиантов. Монеты же вообще практически закрыты. Например, я бы сделал что, кроме этого, неизвестную коробку более максимально крутой. Например, каждый раз, когда ты смотришь рекламу, ты имеешь шанс что-то получить. И я готов сказать о том, что некоторые награды отдельно приятнее других. Я также понимаю, что вот так вот щелкая награды меняются. Но меняются ли они вообще? И хоть раз кто-то из вас получал монеты, настоящие золотые монеты со времен начала эпидемии используются как валюта. Именно Z-коинты, которые можно получить только за донат и больше никак. Да, я думаю, что было бы прикольно, чтобы хотя бы из сотни таких ящиков можно было бы получить 50 монет, и из 10 таких хотя бы 5. Это было бы самое лучшее, что можно было бы сделать. Каждый раз, когда ты нажимаешь получить, скрещиваешь пальцы на руках и на ногах, чтобы получить что-то донатное. Но даже к гадалке не ходи, обычное бревно выпадает практически всегда. Практически 99 из 99 прокрутов. Из 100 прокрутов. То есть тут можешь там даже не угадывать. По любасу выпадает самое плохое, что может выпасть. Я бы улучшил впервые этот ящик. Например, монетки, либо тот же глок за несколько прокрутов, почему бы и нет. Это неплохая тема. Следующее, что бы я сделал, естественно, возможность купить что-то своему другу. Например, я хочу подарить своему дружане вот такой вот набор. Нажимая купить, вводишь ID игровое и все. И этот подарок проплачиваешь, и этот подарок получает твой друг. Это было бы самое замечательное, что можно было бы сделать в игре. А вообще, я уже давно снимал на таком видосе, в котором как минимум я мечтал о золоте, золотых слитках и все, что с этим связано. О чем я веду речь, ребят? Только о том, что представьте себе на одну секундочку, что вот такие вот крутые золотые слитки можно было бы менять на валюту, на Z-коин. Это же было бы замечательно. Пускай 20 на 1 Z-коин. Я думаю, что тогда на рейде никогда бы никто и не задумался, брать ли золотые слитки или нет. И автоматически золотой слиток, который редко где используется, сразу бы стал самой крутой валютой. И я думаю, что фармился бы с самым большим удовольствием. Это было бы круто. 100%. Что хотелось бы еще сказать. Об этой теории говорили практически все.
Практически все самые популярные ютуберы хоть раз, да за всю историю существования своих каналов снимали об этом. Потому что об этом лет, наверное, 3 назад точно заговорили впервые. Но и как минимум это было бы очень логично. Ведь из золота можно было у какого-то торговца или какого-то мужика, мастера на все руки, поделать эти монеты. Hello, мужик, у меня есть клише, давай-ка сделаем монеты. Но для этого мне нужны золотые слитки. Я так понимаю, что это было бы идеально. И звучит оно как-то достаточно логично. О чем бы еще помечтать в игре? Естественно, о локации, которая была бы как минимум интересна не только для тебя одного. Я бы с удовольствием транспортный хаб проходил бы с кем-то из своих друзей. Да, это я просто говорю о транспортном хабе. Пускай это будет самая уникальная, либо самая обычная локация, в которую можно было бы пойти не только самому. Хотелось бы отдельную локу здесь в пустоши. Пускай даже без возможности трейда, без возможности обмена. Естественно, просто пройти вместе. Это было бы круто. В конце поделить лут по-братски. Ну, либо не по-братски. Ну, либо каждому под свое. Но самое главное, что совместная игра с друзьями, не только в кратере, очень бы сильно подняла актив в игре. 100%. Что хотелось бы сказать, 56593, 56593, навряд ли это правильный, конечно же, пароль от бункера Альфа. Сейчас очень легко можно узнать парольчик на разных сайтах, можно, естественно, подглянуть. 69782, вот это уже звучит достаточно интересно. Например, клан — это тема прикольная, и взять тех же ребят соклановцев, ну, либо тех ребят, которые просто у вас в друзьях, пройти какую-то локацию или открыть ту же локу, которая уже существует, но с возможностью играть там с ребятами. Сделать какое-то совместное прохождение. Представьте себе, и я об этом мечтал уже не раз, что когда-то у нас появится 5-й этаж. 5-й, 6-й этаж бункера Альфа. Я думаю, что уже так долго нас манит к себе, что это просто жесть. Ну, например, все-таки починили мы тот генератор и смогли опускаться на 5-й этаж. Тут тебе говорят, представь себе, там какой-то кто-то сидит и говорит, что мужик, мол, этот этаж очень сложный. Ты, конечно, можешь попытаться пройти его сам, но лучше найди себе компаньона. Приходишь к подобному терминалу, и что? Выбираешь кого-то автоматически. Такого же парня, который ждет кого-то, чтобы пройти вместе эту локацию. Если, конечно, у тебя нет друзей. Либо заходишь в онлайн и смотришь, а кто сегодня в онлайне? Вот у меня есть. В принципе, можно было бы и пригласить. Прикольно? Я думаю, да. Ну а пока что это остается только мечтами, и мечты когда-то сбываются. Как вы думаете, что из этого может сбыться? Да пофиг. Я думаю, что даже если это не онлайн локация, не бункер Альфа, просто открыть 5-й, 6-й этаж было бы очень и очень круто. Надеюсь, что когда-то об этом заговорят в каких-то официальных источниках, и уже в скором будущем мы туда будем опускаться. А локации — это все наживное. Надеюсь, также вам понравилось о том, о чем я рассказываю. Если вам интересно, обязательно пишите комментарий. Обязательно ставьте лайкосик. И я поборождю просторы, поборождю. Хорошее слово. Поищу, ребят, в комментариях, что же, о чем же мы больше всего мечтаем. Какие локации ребята, естественно, ждут больше всего интересного. Ну и подобный ролик выйдет на канале уже в скором будущем. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я думаю, что вместе мы что-то да придумаем. Какие локации ждете вы? Что бы вы интересного хотели? Например, в лаборатории, чтобы заработал 3-й этаж. Ну, либо Генезис оружие, которое с уровнем пробивания 2. Прикольно. Много вещей, которые еще пока что недоступны в игре, о которых просто мечтаем.
Я бы, конечно, наверное, хотел испытать вот эту вот интереснейшую штурмовую броню и пострелять со СВД. Интересно узнать, будет ли она больше бить, чем ультиматум, и сможет ли она пробивать какую-то сверхброню. Или будет что-то наподобие Винчестера, который вроде бы как выглядит и добывается очень редко, а стреляет как... Ладно, я обещал без мата, поэтому всем спасибо за просмотры. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.